Переговоры Украины и РФ могут состояться в ближайшие 2,5 месяца. Зеленский размышляет о том, куда будет бежать Путин из России, а Польша не отказалась от буферной зоны на границе с Беларусью. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. 300 тысяч свиней и 27 тысяч голов крупного рогатого скота. В РФ запустили новую легенду. ВСУ крадут животных и детей из Курской области. Что на самом деле происходит в российском приграничье, мы покажем. Путин готовится мстить за падение режима Асада. Зеленский сделал резкое заявление о поведении Кремля и задался вопросом, что будет в РФ, если Путина свергнут. Российские неонацисты охотятся за гражданами Узбекистана и Казахстана, а также других стран Центральной Азии. Что известно о возрождении опасного движения? Друзья, всем привет! Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Также оставляйте свои комментарии. И спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начинаем. Украинцы угнали или убили около 300 тысяч свиней Курской области. Такое заявление без всякого стеснения сделали в Госдуме. Автор очередного фейка – депутат-коммунист от региона Николай Иванов. Он также утверждает, что ВСУ, вы только вслушайтесь, вывезли из российского приграничья еще и 27 тысяч голов крупного рогатого скота. Зерно, а для жителей создали концлагеря. Тревогу вызывает судьба 45 детей до 15 лет, которых вывезли на территорию Украины. После этого на Западе упала цена на донорские органы, так как предложение превысило спрос. Об этих фейках российской пропаганды россияне, живущие в Курской области, узнают от украинских военных и журналистов. В российском приграничье работает ТРО Медиа, которая показывает, что на самом деле происходит на территории подконтрольной Украине. Для этого была создана программа «Люди, не нужные Путину». Жители Курщины передают привет своим родственникам в другие регионы РФ. Здравствуйте. Здравствуйте. А вас разыскивают. Кто? Сейчас скажу. Шалухина Наталья Ивановна. Да. Шалухина Дарья Сергеевна. Вдовина Ольга Германовна. Вдовина Иван Михайлович. И что, по поводу чего? Есть такие? Есть такие. Все живы? Все живы. Ищет вас Анастасия Фомина. Пишу вам с просьбой, пожалуйста, найдите моих родственников и передайте им, что я их ищу. И моя мама Фомина Татьяна очень сильно за них переживает. Все? В смысле все? Ну, что еще? Будете передавать привет? Или нет? Когда? Сейчас. Вот на камеру смотрите, говорите. Шаухина Наталья Ивановна. Живу в Судже, переулок 1 мая, дом 8. Привет, Настя, тебе. Привет, Таня. Что, больше ничего. Живы-здоровы. Печка у вас есть? Вы не замерзаете? Да, тут? котел. 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 Все нормально. Все нормально. И в Курской области все еще находятся войска Северной Кореи, которые готовы в любой момент вступить в бой с ВСУ. Об этом заявили в Пентагоне. В Вашингтоне уточняют, что пока не имеют данных о непосредственном участии войск КНДР в боестолкновениях с Украиной. Тем временем украинцы готовы к контакту с военными Ким Чен Ына и надеются, что среди таких солдат будет немало дезертиров. В Киеве еще осенью создали специальные листовки для иностранных военных из Северной Кореи, которые захотят здаться в плен. На цій сторінці написано, як потрібно здаватися в полон. Ну, власне, і в ілюстраціях, і в написах зброя має бути розряджена, має бути біла тканина. 수용소의 전쟁 포로들은 하루 3끼의 식사를 받으며 식단에는 고기. Ми зробили це на північно-корейському діалекті, їхньої мови, щоб було зрозуміло. Листівки є декілька, це можна за допомогою квадрокоптерів робити, або там відповідні пусті снаряди вставляються листівки, він в повітрі вибухає і вони розлітаються. Путин похвастался отсутствием смертной казни в РФ, особо подчеркнув, что эта мера наказания не вводится даже во время войны. Как будто само истребление мужского населения на так называемой СВО смертной казнью не является. Кроме того, глава Кремля похвастался стремительным снижением не только мужского населения, но и заключенных в тюрьмах. Российский диктатор не постеснялся признаться, что места лишения свободы стремительно пустеют. Правда, что стало причиной такого чудесного и справедливого
отправления преступников он не уточнил. Но мы даже в условиях боевых действий, и достаточно таких серьезных боевых действий, не делаем этого шага. Наоборот, принимаем целый ряд решений в направлении повышения гуманности нашего правосудия. Как я уже сказал, снижаем количество людей в местах лишения свободы. Напомним, ранее в своем расследовании BBC и Медиазона сообщали, что только в 2022-2023 годах ЧВК «Вагнер» завербовала в тюрьмах около 50 тысяч человек. Большинство из них погибли при штурмах Бахмута. Мирные переговоры Украины и России могут начаться в ближайшие 2,5 месяца. О том, что уже этой зимой этот процесс может быть запущен и представители Москвы и Киева сядут за один стол переговоров, заявил польский премьер-министр Дональд Туск. Он напомнил, что Польша с 1 января будет председательствовать в Совете Европейского Союза. Кроме того, в Варшаве анонсировали важные переговоры по Украине. Я проведу ряд переговоров, которые касаются прежде всего ситуации за нашей восточной границей. Как вы можете догадаться, наше председательство будет, помимо всего прочего, отвечать за то, как будет выглядеть политический ландшафт, как будет выглядеть ситуация, возможно, в ходе переговоров, которые, возможно, все еще есть вопросы, начнутся зимой этого года. Сегодня у меня будет возможность обсудить это с президентом Владимиром Зеленским. Так что поэтому сегодня нам придется работать быстро. А также из Киева ко мне приехал глава ХДС, возможно, будущий канцлер. Выборы в Германии, как вы знаете, состоятся в феврале. Фридрих Мерц. Он расскажет мне о своих переговорах в Киеве. Президент Макрон будет у нас послезавтра. Он захочет доложить о результатах переговоров в Париже. Как вы знаете, состоялась короткая, но важная встреча с президентом Трампом и Владимиром Зеленским там, в Париже, а также с президентом Макроном. Мировые лидеры уже делают политические прогнозы на 2025 год. Следующий год действительно считают ключевым в вопросе войны России против Украины и возможных переговоров. В одном из последних наших выпусков я задал вопрос нашим подписчикам YouTube, а чего вы ожидаете от 2025-го, учитывая все события, которые сейчас происходят в мире и в ваших странах. Как и обещали, показываем два самых популярных ответа. Итак, кто-то из вас написал следующее. Чего ожидаем от 2025 года? Услышать «Лебединое озеро». В другом комментарии, который вы поддержали лайками, наша подписчица выразила надежду на завершение войны, а России возможность жить дружно с другими странами. А что вы думаете о таких прогнозах и таких желаниях? Напишите свои варианты также под этим видео. Мы все прочтем. Наша команда существует благодаря вам. Поддержите ее, чтобы мы могли продолжать нашу работу. Большая часть украинцев разочарована западными союзниками Украины. Об этом говорят результаты общенационального опроса, который провели по запросу Центра «Новая Европа». Более 57% опрошенных заявили, что партнеры Киева делают недостаточно для победы Украины. И практически 40% считают помощь достаточной. На официальном сайте аналитического центра сообщают, что подход Запада к поддержке Украины по принципу «мы будем помогать столько, сколько потребуется», терпит крах не только в экспертных кругах, но и в обществе. Попытки отдельных западных политиков договориться с Путиным, возможно, ценой неприемлемых для Киева уступок, становятся все более очевидными. Предчувствие худшего отражается на оценках и настроениях украинцев. Зеленский задался вопросом, куда будет бежать Путин, если его свергнут. В своих соцсетях украинский президент написал об этом, размышляя о событиях в Сирии. В Киеве акцентировали внимание на том, что так называемый смелый диктатор Асад бежал в Москву, хотя до этого на протяжении десятилетий правил благодаря насилию в стране. Зеленский провел аналогии с Путиным и также заявил, что Россия – это государство-тюрьма, способное удерживать чужие украденные земли лишь благодаря тюрьмам и пыточным, которые она там размещает. Также Зеленский считает, что Путин будет мстить за падение режима Асада.
Асад и Путин — это не просто вассалы сюзерен, они соучастники насилия. Такие диктаторы, как Асад, не могут выжить без таких диктаторов, как Путин, и Путин будет пытаться отомстить за падение Асада. Именно поэтому нам необходимо единство и сила, чтобы противостоять режимам, которые сеют только унижение и оставляют после себя лишь страдания, боль и руины. А как бы вы ответили на вопрос, куда будет бежать Путин, когда закончится и его эпоха? Напишите свое мнение в комментариях. Польша решила не отказываться от буферной зоны на границе с Беларусью. Накануне в МВД страны заявили о продлении работы спецзоны еще на 90 дней. Это означает, что временный запрет на пребывание в зоне, которая прилегает к польско-белорусской границе, остается в силе. В Варшаве заявили, что такой подход к урегулированию ситуации с незаконной миграцией полностью себя оправдал. После почти 180 дней работы буферной зоны количество нелегальных пересечений границы уменьшилось на 41%. Территория запрещенной зоны, как правило, не включает населенные пункты и пешеходные маршруты. Миграционное давление было искусственно создано властями Беларуси как элемент гибридных действий. Его цель – дестабилизация Польши и других государств-членов Европейского Союза. Это давление по-прежнему поддерживается целенаправленно. Это явление касается иностранцев из стран с высоким миграционным риском, которые организованными группами, часто численностью до нескольких десятков человек, пытаются незаконно пересечь границу из Беларуси в Польшу. В России активизировалось движение неонацистов, которые нападают на мигрантов с Кавказа и из Центральной Азии. Возрождение субкультуры наци-скинхедов происходит на фоне агрессивной государственной милитаристской пропаганды, пишет радио Азадлик. Жертвами преступников становятся также бездомные. Авторы издания пишут, что география нападений широка. Преступления совершены в Москве, Московской области, Рязани, Новосибирске и Омске. При этом агрессоры часто выкладывают видео нападений в сеть. В Телеграме при этом есть канал, который собирает все эти ролики, которые в дальнейшем могут быть представлены в суде в качестве доказательства преступлений. Российские наци создают в Телеграм приватные каналы, но добавляют туда всех желающих и набирая таким образом 1000 подписчиков. Среди них и антифашисты, которые собирают информацию и пытаются деанонимизировать участников группировок, практикующих насилие. Друзья, на этом все. Не забудьте оставить свой лайк и комментарий. Мы же с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите, как всегда, в наших телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.